Так, друзья наши, всем вам привет! Привет! Наш новый канал «Домик у озера». Мы не могли не начать с нашего озера, да, с нашей красоты, с нашей природы. Вы ее все знаете, мы уже знакомили вас с ней. Она просто неописуемая. Мы вам обязательно сейчас покажем. Мы хотим поблагодарить всех, кто подписался. Знаю, что многие писали, что вот у вас нет видео, мы вот подписались. Мы будем постепенно это делать, постепенно будем загружать и сюда. И тот канал мы тоже не бросаем, то есть там тоже регулярно, хотя бы раз в неделю будут выходить Да, видео. пока непонятки с каналом, пока мы не поймем точно, что с ним, да, мы тоже его чуть-чуть будем вести, но в большей степени мы будем здесь. И поэтому, кто еще не пришел сюда, потому что этот канал будет нечто, Тут, как всегда, ребята, будет море позитива, эмоций, в общем, будут болталки, ремонт, все будет все, даже может быть и намного лучше, да? Да, ребят, если канал, дай бог, восстановится, мы стройку в основном будем, перенесем туда на будни Федора, а здесь оставим более такие семейные влоги, болталки, как Федя сказал, вот. Ну а пока будет в прежнем режиме, то есть будем снимать то, что мы обычно снимаем, то есть стройку, ремонт. Ну и семейные тоже. Кстати, кто-то чуть-чуть не понял, потому что мы говорили, что мы открыли второй канал, и многие начали писать, что зачем вы уходите в Инстаграм, они чуть-чуть перепутали, возможно, не поняли. Да, давайте я объясню. Дело в том, что я написала пост именно на часто задаваемые вопросы, да, именно в Инстаграм, чтобы, если кто-то еще будет спрашивать, мы ссылку давали именно на Инстаграм. И нам так будет легче, потому что одни и те же вопросы задаются постоянно, и каждый раз отвечать это тоже не дело. Вот, поэтому я написала подробный пост о том, почему мы создали второй канал, ну и так далее. В общем, кто хочет, может прочитать. Вот, и ссылочку также оставим под видео. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay. Так, природа, это, конечно же, хорошо, это здорово, отдыхать, как говорится, и душой, и телом, получать полный релакс. В общем, сейчас поедем, заедем в светофор, посмотрим кое-что там и вам заодно покажем. Все такие чистые стекла. Да? Надо тебе помогать, да?
Так, ребят, вот наш светофор. Мы, честно говоря, были там всего один раз, да, Федь? Где? Светофор. В принципе, да. Сейчас заодно посмотрим, что там есть, чего нет. Ну, дай посмотришь. Ой, ребят, это офигенные кружки. Уважаемые жители региона, Это очень классные кружки, правда. Норд, да? Мы брали, ну, кстати, 2 набора есть, да? Цена, наверное, с той стороны. Ну, они реально классные. сотрудники банка никогда не просят назвать по телефону Порошки. номер карты. Но мне кажется, порошки не оригинал. Не знаю, мне кажется, отличаются, что продается в Магните здесь. Честно. Вот цена. Если собеседник интересуется такой информацией, знайте, что это мошенник, и немедленно... Вот, ребят, смотрите. Цена 1266? Нет? Это другой, это набор столовый. Это вон, нет, там кружки. А, кстати, да, или нет? Нет, это 18 набор, 18 набора. предметов. Ну там точно такие же кружки. Да, точно такие же. Только Да, там только с тарелками, видите? отдельно А кружки. это отдельно. Ну, там все равно дорого не будет, там сколько. Вот, тарелки можно отдельно купить. Но они классные, правда. Их можно мыть в посудомойке. И вообще удобно. Удобные очень. Да и белая посуда, это всегда практичнее, чем цветная. Ребят, вот эти стулья тоже, смотрите, цена здесь 191. В экспрессе 200. Попрочнее. Да? Ну, может быть. Что это? Полка? А цена? 1700? Ну, вот это, да? Rumor Media. Вашу рекламу точно услышим. Звоните 8 950 410 33 33. 8 950 410 33 33. Посетите наш сайт www. Нужно не больше Шторы, да? 15 минут. А цена? Рулонные, да. А цена какая там стоит? 492. Почти 493. Записаться можно через портал госуслуги по единому номеру телефона 122 или колл-центр поликлиники. Они разные. Защитите себя и своих близких. А, это вот они. Вот. Сотни малых и больших городов Ну, они разные, да. точно заметят. Rumor Media. Ребят, вот сорти или нор. Короче, цена до 200 рублей. Ну, вот это 224 рубля. Не знаю, как по качеству, честно. Ребят, в общем, вышли мы со светофора. Вот как я говорила, да, в самом светофоре, что порошки, да, мне кажется, что подделка. Вот даже взять шампунь я в тот раз брала от Нивея, по-моему, или Дав было, ну, в общем, не помню. И мою голову на следующий день, голова как будто жирная, вот грязная, я не знаю. А вообще, обычно я его беру то на Wildberries, то в Магнит Косметик, да, никогда такого не было. То есть, ну, как бы, это не просто выводы, да, там, других людей, да, как бы, отзывы. Ну, мы сами так думаем, потому что сколько раз берем, ну, не знаю, опыт как-то печальный. Единственное, что вот насчет посуды, да, вот именно это, она очень нам нравится. И 3 года в Сочи я пользовалась этой посудой, очень классная, нам нравится, в общем. Сейчас приехали к озеру, сейчас я покажу. Это раньше пляж был, вот там катамараны были, сдавались на прокат, еще старые, вообще это самое. Вот, и помню, там, даже кафешка была какая-то, там соки, не соки. Плиты лежат здесь, галька была внизу, как бы, не знаю, сейчас чистят, нет, но, скорее всего, уже никто ничего не чистит, потому что недавно, кстати, сегодня я, по-моему, смотрел в Инстаграм ролик про
вот тот пляж, загадили вообще мусор и все там просто засрато. Никто не убирает, все вот это едят, пьют, вот эти все бутылки, все там. Кстати, ребят, сегодня нам написала девушка, типа, как хорошо, что вы уехали вовремя с Сочи, там такое творится, посмотрите. В общем, мы зашли в Инстаграм, там, конечно же, творится ужас. Это кошмар. Даже в самом центре, да, около чего, Плазы, да? Моремол. Моремол, то есть обычно там... Да, там речка, она, ну как канал, он широкий, где-то метров, я не знаю, 20, может, больше. А сейчас, если посчитать высоту, высота там, я не знаю, 3 метра, а он был полностью доверха, не знаю, чуть-чуть. Да, можете чуть-чуть зайти не хватало, чтобы разлиться. в интернет, да, в Ютубе и в Инстаграм сейчас. Ну, это кошмар, конечно, что творится. Очень жаль людей, которых там живут, потому что, ну... Я не знаю, ну машины как эти. Ну, машины... Как банки консервные. Ну, машины-то принадлежат людям, правильно? Все равно, поэтому... да, это хорошо, у кого страховка там да. полная, а так это все. Да, все равно, даже если страховка, все равно машина-то не будет такой, как была Это до. тяжело восстанавливать утопленников вообще, это, чистить это вообще хана. Так. Кстати, если успеем, заедем, как-то вы говорили, показать Дома. дома, возможно, заедем, пару домов покажем за ту сумму, за которую мы купили. Вы тогда сравните то состояние домов, Которые тех, есть, и которые да. у нас, да, есть, которые говорили, что вы там так дорого купили. Вот. Мне просто многие говорят, да, там пишут, вот, Федор, там за эту сумму можно было купить там супер дом с огромным участком, садом и так далее. То есть мы хотим просто, ну мы как бы и так сейчас присматриваемся к домам, вы прекрасно знаете, что мы хотим сейчас что-нибудь прикупить, да. Я не спорю, что в отдаленных районах в наших, да, там можно, да, за эту сумму купить хороший дом, там, я не знаю, там, не за 1,5, за миллион, да, это, ну... Не, ну у нас-то преимущество было что? Чтобы садик был рядом, Хотя школа сейчас все была равно рядом. цены поднялись, сильно поднялись. Это те районы будут дома, где нету автостанции, автобус сходит там раз, я не знаю, там в полдня, где там люди на трассе стоят, голосуют, чтобы как-то доехать, да. Это вот в тех районах будет, да. Где проблемы с газом, с электричеством, с водоснабжением, где вода вообще ужасного качества, где она да, нормально не очищается, да. Где инфраструктуры нет, где нету школ, нету поликлиник, я вообще не говорю. А мы, считай, живем в центре, да, у нас все есть, школы, поликлиники, автостанция, кафе, не кафе, магазины. Да, сетевых магазинов только не хватает, это единственный минус, да. А так у нас практически, ну, есть все практически у нас есть. Ну, сетевые тоже можно... Не, я имею в виду сетевые. сетевых вот такие одежда, допустим, да, не какой-нибудь гипермаркет большой, да, допустим, сетевые там Gloria, Jeans, там Funday там и прочее, да, вот. А из таких больших, допустим, тот же вот, не знаю, Лента, да, гипермаркет, Магнит бывает, да, громадный, да, ты вот строительного большого не хватает, просто громадного, вот мы в Сочи жили, как Подкова, да, заезжаешь и ты там можешь найти все. От булавки, заканчивая техники и прочее. Там, ну, есть все, можно зайти, затариться полностью там под дом, под ремонт, там, ну, все там есть. Я не помню, что там мы практически на квартиру все брали. Да. От и до. Так, давай выберем, да. Гель? Да, гель. Да, по-моему, это все шампунь. Что, только там, да? Вот, опа. Ну и как? Траву. Не, я такое тогда не люблю. Нельзя. Вообще открывать, если честно, не разрешают в магазине. 2 миллиона рублей. В общем, вот этот дом, ребят, 67 квадратов. 67 квадратов, цена 2 миллиона рублей. Вот. Там нету ничего, там гараж, чисто дом.
опять же дом, это тоже так же на 2 хозяина, да. И Да, у точно. меня такой. 110 квадратов, а там 67 квадратов. Это большое значение, Вот это полдома. вот 1 200 000 тоже стоит здесь. Я не помню, здесь вообще мало. Да здесь вообще ничего. Вот. Узкий прям, вот, смотрите. Высота здесь, я даже не знаю, какая потолку. А он сзади вообще... Ой, ну очень узкий. Сзади вообще он с наклоном. Да, там квадратов 50, наверное. Ну, как-нибудь мы созвонимся прямо с продавцами и... Да, проедемся, посмотрим внутри. Просто многие просили. потому что кто продает, он практически они не живут там. Вот это заранее нужно звонить, договариваться, чтобы люди пришли. А вот этот дом продают, кстати, 1 800 000, вот справа, да? Вот от нас. Вот сейчас мы даже повернем. Тоже на 2 хозяина, это рядом со мной продается дом. За ремонт я не знаю, но вот снаружи, как бы, смотрите, 1 800 000. Тоже на 2 хозяина. Он очень низкий. Если сравнивать с моим, он, я не знаю, там... Да, он 2 раза. Здесь фундамента практически нету, ребят. Вот такой фундамент. Сантиметров 40. 40, и он там в земле, вот его практически даже не видно, этого фундамента. Если у меня фундамент видно, что он поднятый, да, и потолки высокие. Но опять же, это именно под квартиры строилось, на 2 хозяина. А у меня детский сад бывший получается. Ну, вот кто-то облагородил кирпичом, хорошо прям сделал. Вот. Смотрите, фундамента его вообще нет, вот как я говорил. Практически. Я не сантиметров 40, по-моему, не больше. И вот такие все дома. А ну там за миллион, да, есть. Вот сейчас по этой улице. Покажу. Ну там вообще он в ужасном состоянии. Вот этот дом за 1 000 000 продаю. Вот они. Вот. Но это даже не дом, я не знаю. Ну он прям что-то совсем плохой. Он очень маленький, я даже не знаю, есть квадратов 60, наверное. Ну вот. здесь тоже, видите, вот на 2, Тоже, на да, 3 на даже хозяин. На 3 хозяина получается, да? Или на 2? На 2. Ну он вообще маленький, и там, ну... Единственный плюс это вот красиво. Да, единственный плюс, то есть ты вышел, вот, смотрите, какая красота, море, озеро. В прайсе есть, знаешь, что? Держатель для телефона. Давай хотя бы этот купим. Телефон ваш остался. Я знаю, солнышко. Кстати, мы очень дешево памперсы купили. Я, кстати, мог в другую пятерку. Это вообще задорого. Active Baby Drive. 10 рублей штука. Это вообще... Да, это не очень дешево. Это халява. И Сейчас самое дешево было там 14, там, ну 12 это вообще редко, а 10 рублей это вообще. пятерки. Поэтому заезжайте в свою пятерку и смотрите, может быть, будут скидки. Да? Там и тройки были на скидке. Тройки вообще что-то дешево там было. Чем дешевле. Что у нас такой ветер, Димка. это вообще... Пимка. 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 Дочь, ты что делаешь? Пойдемте переодеваться. Ну, как говорится, отдых отдыхом, это все хорошо, природа, релакс, но стройка, ремонт ждет наша штукатурка, так что идемте от души поработаем, как всегда.
Все, наконец-то, наконец-то. Сейчас все скажут: ура! Эверест покорен, бункер сделан. От этой толщины уже мне аж самого плохо. В общем, ну практически, да, по мелочи осталось. В общем, что осталось? Пойдемте. Так, начнем вот с этой ниши, там за нее начали говорить, полки какие-то сделайте. Это вообще не ниша, ну да, это своего рода ниша. Здесь будет инсталляция устанавливаться. Здесь каркас я еще сделаю, посмотрю, возможно, будет чуть-чуть поднять. Вот. С профилей, потом влагостойким гипсокартоном 2 слоями я здесь сделаю. Здесь, в принципе, немного. Вот. Но до этого мне нужно будет сделать разводку водопровода. Это горячее-холодное, это на гигиенический душ, на саму инсталляцию. Потом сюда пошло 2, это ванна будет угловая стоять. Вот точка. И 3-я точка пойдет сюда на умывальник. Так, как мы видим, окно приподнялось, 2 ряда заложилось кирпичи. Вообще до этого что планировали? Столешница где-то уровень будет вот так, чтобы окно сделать ровень столешницы, да? Вот, чтобы было продолжение, также подогнать ровно. Потом я подумал, что все равно конденсат много выделяется. Бывает, что, любая вентиляция не справится, если ты зайдешь, будешь как в парилке делать, да? Вот как ты любишь. Ну, баня, да, и когда сок течет, будет течь на столешницу, она попросту, любая, наверное, столешница так не выдержит, если постоянно будет влага в ней, и она испортится. Поэтому я решил все-таки 2 ряда поднять. Вот. Ну и ничего, и вот здесь будут какие-нибудь цветы, да? Вот. Потом кому-то не понравилось то, что вот здесь вровень пошло. Ну, в ровную стену. Удивился, что ты вровень сделал, надо было типа кирпичик один положить, и как бы, да, по-моему, прекрасно вписывается и смотрится. Здесь вообще проблем не вижу, если бы здесь поставили кирпич, ну и что? Это лишнее мне вот этот плиткой резать, кусочки вставлять, маленькие вот эти, вот сюда вот, подгонять это нужно будет. Вот из-за этого одного кирпича, из-за какой-то симметрии окна, по-моему, она вообще круто стоит. Вот зашел, будет сплошное окно. И то, что плитка пойдет в один уровень, наоборот, это, по-моему, даже лучше будет смотреться, нежели вот эти будут выступы постоянно какие-то. Наоборот, плитка будет большая, и вот эти углы, я не думаю, что это будет красиво. Ну что тут, это будет маленький. Но опять это у кого-то свое мнение, да, у меня свое мнение. Поэтому окно подняли, его здесь нужно будет тоже, но здесь все уже заштукатурено, единственное, откос надо будет сделать. Вот я уже выставил маяк, надо будет потом накидать. И в принципе оно готово. Окно когда будем ставить? Попозже. И в окно вообще можно в последнюю очередь, оно сейчас вообще сильно не нужно. Потом подрозетники нужно будет вставить. Уже здесь вентиляция одну оставляем, одну вентиляцию. Вот, Мы уже ее заказали. Она принудительная. Единственное, чтобы вот этот не осыпалось ничего, возможно, не знаю, трубу 110-ю пластиковую туда всуну и полностью соединение сделаю, чтобы ничего не сыпалось там сверху. Вот, что это полотенцесушитель. Полотенцесушитель. Что еще? По стенам все нормально. Ничего, нигде не треснуло, вообще ни капельки. Возможно, это благодаря клею, потому что клея было очень много добавлялось, он был такой раствор, да, им намного проще было удобно работать. Вот, а так все отлично, вообще железобетон. Ну, я еще поливаю, кстати, это вообще нормально. Единственное, проводку на свет можно было докинуть, многие пишут, что ты сразу не делаешь. Я основной завел, все, на щит где будет. А сверху там уже распред коробки кидаете, как хотите, как вам надо. На 1 выход, на 2 выхода. Кто-то где-то сбоку делает, кто-то там, не знаю. Поэтому здесь проблем вообще никаких нет. Также и в кухне-гостиной на свет там не везде у него видно. Потому что они решили, где будет стол. От стола, над столом будут еще светильники висеть, поэтому нужно это все учесть. Поэтому пока, если не знаете, да, можно просто оставить. Там прокинуть провод по потолку, ничего страшного. Так, в принципе, что? Вот это
Водопровод, разводку делаем и все, и теплые полы заливаем. Теплые полы зальем. Что у нас? И все. Всё. И пойдем на гардеробную, все, там стены рушить, крушить, ломать. И нужно будет заказывать плитку. Посчитать плитку, квадратуру, обрезки, все вот это нужно будет посчитать. И заказывать, потому что ждать тоже 2-3 недели, как раз за это время я уже сделаю ее. Вот. И потом потихоньку начать ложить. Ту-ту-ту-ту-ту. Ха! Все? Да. Так, ну что вот как-то так мы справились. Наконец-то мы закончили эти штукатурные работы, особенно цементно-песчаные. Вот, она не очень так хорошо шло, но ничего, мы справились, у нас все получилось, все хорошо, я доволен вообще, я доволен как слон, вообще даже круче слона. Я хочу быстрее приступить к гардеробной, начать штукатурить свои гипсовой штукатуркой, родной, милой, как ей приятно работать, это что-то с чем-то, вот. Поэтому, если кто-то говорит, что гипсовая штукатурка очень тяжело работать, я вам так скажу, возьмите цементно-песчаную. Ей, по-моему, не легче. Опять же, ну кому как, возможно, кому-то это будет намного проще. Сегодня, в принципе, было вот так вот. Не знаю, как вам ролик понравился или нет. Сегодня, в принципе, было все. Мы и прогулялись, и съездили за покупочками. И показали вам немного природы, и, конечно же, был наш ремонт, обязательно он был. А дальше будет, конечно, намного интереснее, да, как многие из вас уже начали писать, Федя, вот черновая закончится, и когда пойдет чистовая, вот это пойдет кайф. Да, вот это будет реально будет круто, потому что чистовая отделка это вообще. И, конечно же, я вам всем хочу спасибо громадное сказать, мои дорогие, мои родные, всем, кто нас поддержал. Вот, спасибо всем, кто перешел на этот канал, кто подписался. Громадное вам спасибо от всей души. Мне кажется, вот здесь собрались самые близкие, дорогие нам люди, которые вот именно нас услышали, нас поддержали и будут поддерживать. Так же, как и мы вас будем поддерживать. Я так же, как и всегда, буду вам желать всего самого хорошего, доброго. Будем вас тоже мотивировать. И не только я, но и, конечно же, моя дорогая супруга. Она вас тоже будет мотивировать на хорошие дела, на уборку, на готовку. Все будет. Вот чуток буквально осталось, и все будет прям вообще, как говорится, все по фэн-шую. Кто хочет, как говорится, с нами в одной лодке плыть, такой большой, она большая, она вместе всех желающих, всех, у кого есть чувство юмора, у кого есть хорошее настроение, все, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, мы вам будем очень рады от всей души. По всем вопросам, которые задавались, моя дорогая супруга в инстаграме, кстати, ссылочка будет внизу в описании под видео, наш инстаграм, будет первый пост, вы можете его прочитать, она, в принципе, там все изложила, все расписала, она ответила на все вопросы, которые задавались в последнее время, поэтому пост, кстати, очень интересный, можете почитать, перейти, пожалуйста. Вот, там все есть разъяснения. Еще раз повторюсь насчет второго канала, мы его пока не закрываем, ничего с ним не известно, как он будет дальше, что с ним будет происходить. Вот, но видео там так часто не будут выходить. Через день видео будет выходить также стандартно на этом новом канале «Домик у озера». Еще раз спасибо всем, кто присоединился к нам. А на будни Федора видео, к сожалению, ну, ребята, пока будет выходить, возможно, где-то раз в неделю. Вот. Поэтому, ну, как-то так, не знаю, пока ситуация не разрешается, ответа нет, и я не знаю, когда мы его получим, и вообще получим ли мы его, и вообще, что будет дальше с каналом. В общем, я уже объяснял на эту тему, что и как, что происходило. Надеемся, ждем, вы нас поддерживаете, громадное спасибо, мы думаем, что все разрешится, но опять же, всякое бывает, вы сами все знаете, Никто не застрахован, потому что ничего стопроцентного не бывает, кроме нашего канала позитивного такого.
Вот, поэтому, мои дорогие, мои хорошие, будем заканчивать. Если у вас какие-то есть просьбы, предложения, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что вы тут прям вот все такие родненькие собрались, такая вот мощнейшая поддержка прет, а это значит, что все будет нереально круто. Вот, пожалуйста, задавайте, это новый канал, мы его создали, вот, мы всегда прислушиваемся к вам. Кто-то мне как-то писал, не нужно подстраивать. Дело не в подстраивании под кого-то что-то, понимаете, кто-то сказал. Я, когда задаю вопросы своей аудитории, я спрашиваю, чего они хотят. Вот, я вижу адекватные комментарии, вижу, что они просят, да, и этих комментариев не сказать, что по одному ему, да. В большинстве, что люди просят, что хотят, где их мнение схоже, если и нам это, как говорится, по душе, то мы это пытаемся в канал, как говорится, внедрить, сделать его более удобным, более понятным. Вот, более приятным, душевным, чтобы вам было хорошо. Почему нет? Почему нет? Я считаю, что канал это не просто какая-то наша собственность, потому что мы все его как-то делаем, мы его развиваем, потому что, ну как, вот как, и без вас кто я, да? Кто будет мой канал смотреть? Кто? Если вас вообще всех не будет, я буду сам с собой разговаривать. Не, у меня есть семья, конечно, мы общаемся. С многими людьми душевно общаемся, мы уже, как сказать, подружились. Я еще раз говорю, я всех по именам, фамилиям всем знаю. И когда они пишут, мне очень приятно, очень приятно. Поэтому знаете, что все, что мы здесь делаем, все творим, мы делаем вместе с вами работаем. Вы меня тоже мысленно и морально всегда поддерживаете, и эту поддержку я чувствую. И я, не только я, но и вся моя большая семья, она всем вам говорит громадное спасибо. Спасибо за то, что вы есть, спасибо за то, что пишете хорошие, классные комментарии, они, честно, они поддерживают. Вы многие удивляетесь, откуда у меня стимул, откуда берутся силы, потому что вы мне на самом деле даете, вы мотивируете меня. Все ваши слова, ваши хвалебные отзывы обо мне, о семье, о моей работе, они ведь на самом деле помогают, да, как говорится. Я уже не могу смотреть вниз, я уже смотрю только вперед, и мы идем вместе с вами, потому что и вам тоже нужна наша поддержка, да, и мы будем, конечно, всегда постараться ей давать, потому что многим она очень нужна, многим нужна. Я вас всех готов всегда выслушать, стараюсь отвечать на ваши комментарии, потому что не хочу, чтобы кто-то из вас оставался без ответа. Ребята, не знаю, как пока здесь. Сегодня выходит наше такое дебютное первое видео. Как будет с комментариями. Надеюсь, их не будут удалять. И я постараюсь всем ответить. Потому что кто-то писал даже крутые, классные комментарии. Но, к сожалению, они опять же удалялись. Поэтому, надеюсь, здесь будет совсем по-другому. Совсем будет все по-новому. Хотя, почему по-новому? Все хорошее. Дальше мы продолжаем, переносим сюда, да. Заканчивать. Надеюсь, как всегда, вам все понравилось, ролик понравился. Вот, надеюсь, вы получили что-то хорошее для себя, возможно, также кто-то замотивировался. Вот, и сделай тоже что-нибудь хорошее, я буду этому искренне рад, я верю в вас, я также буду вас поддерживать, как и всегда, да. Вот, поэтому, как всегда, надолго не прощаясь, да, все самое хорошее только впереди нас ждет, да, как говорится, говорили, нас ждут большие чудеса, да, верьте, и чудо всегда сбудется, и все получится, но для этого, конечно же, нужно наши усилия, старания, идите к цели, рвите, метайте, у вас все получится, ваши желания будут всегда осуществимы, так пусть будет так, ребята, всем здоровья, счастья, любви, удачи, спасибо, что остаетесь с нами, долго не прощаюсь, как всегда, скоро увидимся, всем счастливо, всем How пока. much I love you. You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever.
put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here